Как самолеты садятся в тумане, когда пилоты ничего не видят? Вы когда-нибудь задумывались, как самолет может приземлиться, когда за окном не просто плохая погода, а сплошная стена тумана, когда не видно ни земли, ни огней, ни даже собственных крыльев? Для пассажиров это выглядит почти как магия. Еще секунду назад за окном был серый вакуум, а в следующую – мягкое касание полосы. Но если задуматься, возникает тревожный вопрос. Как вообще можно безопасно посадить многотонный самолет, если пилоты физически не видят, куда они летят? И вот здесь начинается история, которая намного сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Для начала важно понять одну вещь. В авиации туман – это не просто плохая видимость. Это четко измеряемый параметр. Есть ситуации, когда пилот видит полосу за несколько километров, есть за несколько сотен метров, а есть моменты, когда видимость падает практически до нуля. И именно в этот момент обычная логика перестает работать. Потому что самолет может лететь вслепую сколько угодно долго, но посадка – это совсем другое дело. Посадка требует точности. И вопрос здесь не в том, видит ли полосу человек, а в том, кто вообще принимает решения в последние секунды полета. Долгое время авиация просто избегала таких условий. Если туман был слишком плотным, рейсы отменяли или отправляли самолеты на запасные аэродромы. Это было безопасно, но крайне неудобно. С ростом пассажирских перевозок стало понятно, такая стратегия больше не работает. Нельзя просто останавливать авиацию из-за погоды. Нужно было решение, которое позволит садиться безопасно даже тогда, когда человеческий глаз бессилен. И это решение появилось. Оно называется Instrument Landing System, или просто ELS. Несмотря на свое грозное название, ELS – это не суперкомпьютер и не искусственный интеллект. По сути, это набор радиомаяков, расположенных вокруг взлетно-посадочной полосы. Один из них отвечает за направление и постоянно сообщает самолету, находится ли он левее или правее осевой линии полосы. Другой контролирует глиссаду и указывает, слишком ли высоко или слишком низко летит самолет. В результате лайнер получает точную пространственную картину своего положения, даже если пилоты не видят вообще ничего. Самолет буквально чувствует полосу с помощью радиосигналов. Но самое важное здесь не сама система, а то, как она используется, потому что ELSA бывает разным. Существуют категории посадки – КЭТ-1, КЭТ-2 и КЭТ-3. И именно КАТ-3 вызывает у людей наибольшее недоумение и страх. В этой категории самолет может выполнять посадку при такой видимости, при которой пилот не способен визуально контролировать процесс до самого касания земли. Это означает, что в последние секунды посадки пилоты не смотрят в окно, не ориентируются по огням полосы и не управляют самолетом вручную. Все это делает автоматика. Звучит пугающе, но реальность еще интереснее. Автопосадка так это не самолет сам по себе. Это скоординированная работа сразу нескольких систем. Самолет должен быть специально сертифицирован. Аэропорт должен быть оборудован с ювелирной точностью. Полоса должна иметь определенное освещение, разметку и резервные системы. Даже малейшее отклонение в сигнале может привести к автоматическому запрету посадки. И, что особенно важно, экипаж должен иметь отдельный допуск. Не каждый пилот имеет право выполнять посадки КАТ-3, даже если самолет технически способен на это. И здесь возникает вопрос, а что если система ошибется? Ответ может показаться неожиданным, но в авиации система спроектирована так, чтобы не рисковать никогда. Если хотя бы один параметр выходит за допустимые пределы, автоматика не пытается дотянуть. Самолет просто уходит на второй круг. Без обсуждений, без попыток «авось получится». В этом и заключается философия безопасности. Лучше прервать посадку, чем продолжать с сомнениями. Именно поэтому большинство автопосадок проходят настолько спокойно, что пассажиры даже не догадываются, насколько сложный процесс происходит в кабине пилотов. Интересно и то, что в условиях тумана человеческий фактор становится не преимуществом, а риском. Усталость, стресс, иллюзии восприятия – все это может сыграть злую шутку. Автоматика же не устает, не паникует и не пытается угадать. Она либо уверена в данных, либо отказывается работать. Именно поэтому самые сложные посадки с технической точки зрения часто оказываются самыми мягкими и незаметными для пассажиров. И вот здесь появляется главный парадокс. Когда самолет садится в идеальную погоду, пилоты активно управляют процессом. Но когда погода становится экстремальной, управление постепенно передается системам, которые были созданы именно для таких условий. Это не отказ от человека, а разумное распределение ролей. Пилоты контролируют процесс, готовы вмешаться в любой момент и принимают окончательное решение, но рутинную и сверхточную работу выполняет техника.
Так что в следующий раз, когда ваш самолет мягко коснется полосы в густом тумане, стоит помнить, это не удача и не риск. Это результат десятилетий инженерных решений, строгих процедур и философии, в которой безопасность всегда важнее уверенности. И теперь возникает последний вопрос. Кому бы вы доверили посадку в полной слепоте? Человеку, который может ошибиться, или системе, которая запрограммирована отказаться от риска? Напишите в комментариях, действительно интересно узнать ваше мнение. Но есть еще один момент, о котором почти никогда не говорят, когда речь заходит о посадках в тумане. Большинство людей думает, что если самолет способен на автопосадку, значит он может сесть где угодно и когда угодно. Но это не так. На самом деле туман – это лишь вершина айсберга. Самая большая сложность начинается тогда, когда погода нестабильна, когда видимость то появляется, то исчезает, когда ветер меняется буквально в последние секунды. Именно такие условия считаются самыми сложными для авиации. Почему? Потому что система должна постоянно принимать решения, продолжать посадку или отменять ее. Автоматика не знает эмоций, но она знает допуски. Если ветер выходит за пределы, если вертикальная скорость становится нестабильной, если сигнал ИЛС хоть на долю секунды теряет точность, система сразу готовится к уходу на второй круг. И это происходит автоматически, даже если до полосы остаются считанные метры. Для пассажира это выглядит странно. Самолет почти сел и вдруг снова взлетает. Но с точки зрения авиации это идеальный сценарий, потому что безопасность всегда важнее расписания. Есть еще одна деталь, которая делает посадку в тумане особенно интересной. Когда самолет летит на автопосадке, пилоты не расслабляются. Наоборот, их работа становится еще более напряженной. Они следят за десятками параметров, сверяют показания независимых систем, проверяют, что оба автопилота работают синхронно. Да, именно оба. Для CAT третья используются сразу два автопилота, которые постоянно сравнивают свои данные. Если они хоть немного расходятся во мнениях, посадка автоматически отменяется. Это сделано специально, чтобы исключить даже теоретическую возможность скрытой ошибки. И здесь стоит задать вопрос, который редко приходит в голову пассажирам. А что происходит после касания полосы? Ведь туман никуда не исчезает. Самолету нужно не только сесть, но и безопасно замедлиться, удержаться на полосе и свернуть на рулежную дорожку. И вот тут снова вступают в игру технологии. В режиме автопосадки самолет не просто касается земли, он автоматически удерживает осевую линию полосы, корректируя направление с помощью руля направления и тормозов. Это особенно важно, потому что в тумане визуальные ориентиры практически отсутствуют. Но даже после полной остановки пилоты все еще не могут просто поехать, как в хорошую погоду. В некоторых аэропортах при сильном тумане используются так называемые Low Visibility Procedures. Это специальные процедуры руления, при которых самолеты двигаются медленнее, используют дополнительные навигационные подсказки и получают пошаговые инструкции от диспетчеров. Иногда самолет буквально едет по полосе, ориентируясь только на приборы и огни, встроенные в покрытие аэродрома. Это выглядит медленно, но именно так достигается максимальная безопасность. Интересно, что именно такие сложные условия лучше всего показывают, как устроена современная авиация. В фильмах часто создается образ пилота-героя, который вручную спасает самолет в экстремальной ситуации. В реальности все наоборот. Настоящая безопасность строится не на героизме, а на системах, процедурах и строгих правилах. Если условия слишком сложные, самолет просто не будет садиться. Если что-то вызывает сомнения, рейс уйдет на запасной аэродром. И это не слабость, а сила системы. Именно поэтому статистика авиации выглядит парадоксально. Самые опасные этапы полета происходят не в тумане и не в плохую погоду, а в обычных условиях, когда человек слишком уверен в себе. В тумане же каждый шаг контролируется, проверяется и перепроверяется. Авиация в такие моменты работает на пределе своей дисциплины, а не на пределе риска. Так что, когда в следующий раз вы услышите, как самолет мягко касается полосы в плотном тумане, стоит помнить, за этим стоят не только технологии, но и философия отказа от риска. Здесь никто не пытается быть смелым, здесь пытаются быть точными. И, возможно, именно поэтому авиация остается самым безопасным видом транспорта в мире. А теперь действительно интересно узнать ваше мнение. Доверили бы вы посадку в полной слепоте человеку или системе, которая готова в любой момент сказать «нет» и уйти на второй круг?